Почему же встречаться с самим собой так рискованно? Для наглядности я попросил нашу нейросеть продемонстрировать вам... Фига. О, давайте коротко, что сделано для Вальдхара, о котором, по идее, все еще не знает организация. Как-никак не зря мы глушилку используем. Первое, синий рабочий скафандр. Второе, обшитый микробункер в гараже. И, наконец, третье, зарядная станция, которая, внимание, пока что требует мощной и безопасной подпитки электричества, иначе выбивает. Учитывая, что бежать некуда, давайте следовать плану, который звучит: перво-наперво надо до конца разобраться, как работает организация. Узнать, что она делает, чтобы стирать ветки. Мне кажется, я не лучший шпион и спалюсь практически моментально. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы шпионим, строим, ломаем, спасаем и, благо, пока никого не убиваем. Да, перед вами худший работник-штурмовик. Штурмовик, который действительно не убивает, а, получается, спасает. Но организация уже даже не особо скрывает, что как будто закрывает глаза на все мои косяки. Ну, очевидно же, им нужна не моя работа, а контроль за мной. Но зачем? Зачем, черт возьми? Я не удивлюсь, если они мне скоро выдадут премию за... красивую укладку волос. Короче, в предыдущей серии мы более-менее пояснили самим себе и объяснили Вальдхару, что стирание временных веток стирает их буквально по всем параллельным реальностям, а значит, бежать практически некуда. Искать методом тыка через портал отправления явно не получится. Мы скорее быстрее умрем от скафандра со скинтонитом, или же попадем туда, откуда выбраться более не получится. А даже если представить, что нам с минимальным шансом повезло, и мы попали туда, куда надо, по сути, мы начинаем с чистого листа. Ни Джона, ни Акетры, ни Джодаха, ни Раи. Вообще никого. Разве что Вальдхар телепортируется с нами. Вы уж простите, но нет. Никто не захочет так бездарно тратить единственную попытку. Если говорить коротко, то умирать я пока не планирую. Гусыня, привет. Давайте сразу фарманем немного опыта. Тренировка завершена, и у нас сколько? 51 273. Идеально. Думается мне, что прямо сейчас можно будет Так, жестко стоп, прокачать. Вальдхар. Ха. А ведь если подумать, то это же первое разумное существо, привязанное ко времени, с которым мне довелось поговорить. Обалдеть. За все время моего пребывания в этой версии Архея. С одной стороны, я очень рад, что теперь у меня есть такой друг и союзник. А с другой стороны, я совсем не рад узнать, что в той параллельной реальности, откуда он прибыл, произошло то же самое, что и здесь. Интересно, верхушка организации вообще в курсе об этом? Рядовые сотрудники, естественно, нет, это очевидно. Если Малецкий даже не знает, что стиранием веток занимается сама организация, думает, что это естественный ход вещей, а про параллельные реальности он, скорее всего, вообще не думает, то все-таки мы тут имеем дело с чем-то еще более масштабным, чем я представлял еще недавно. Хорошо, что Вальдхар присоединился. Хоть его способности тоже будут заметно подавляться антискинтом, он все-таки все еще первый. Шансов, конечно, также мало, но очевидно, вдвоем с Лаей их было бы еще меньше. Интересно, кстати, как там Вальдхар? Наверное, навещу его чуть позже. Еды у него вроде как хватает еще на какое-то время, так что... мне, наверное, нужно подготовиться к тому, что теперь придется кормить двоих. Ой, подожди! А ведь и правда! Еда-то выращивается только у меня! У меня тут и слаймы, и гусыня. Кстати, насчет тебя, вот, возьми немножко покушай. Не кусайся! Сейчас я уже кормлю тебя! Бога ради, успокойся! На! Звук, который издала гусыня, наверняка означает спасибо. И уснула, зараза. Так, что я там говорил? Да, у нас тут и гусыня, и слаймы, теперь еще и Вальдхар, и за собой нужно следить. Кстати, я голодный. Но себе я, наверное, могу дать просто ягоды, да. Я могу немножко покушать что-нибудь. Чё? Серная пыль? Погоди, тут могут вырасти растения, которые дают какую-то пыль. Фитогро. Чрезвычайно сильно действующее удобрение. Просто удобрение. Песочек, опилки, семена болгарского перца. Блин, круто! А я думал, тут только ягоды падают. Но насчет ягод я все еще говорю, что надо поесть. Черт! Нет, стоп! Не умирать! Нет!
О! Черт! Ягоды белодонны. Это писец. О, как мне хреново! Это что за ядовитая дичь? Пожалуйста, вылечите. Спасибо. Ну нафиг. Ладно, волчьи ягоды. Да, тебя могу. Все, аккуратненько. Не-не-не-не, знаете, я что-то подумал. Наверное, кухня куда лучший вариант. В жопу все эти ягоды. А еще мне, кстати, задание. В огороде у бабы Лолы. Улучшить тепличный модуль до 4 уровня. Улучшить модуль пищеблока до 3 уровня. Чтобы прокормить двоих прожорливых мироходцев, то есть себя и Вальдхара, мне нужно выращивать больше овощей и фруктов. А также получить возможность готовить более питательные блюда из имеющихся ингредиентов. А, настолько! Блин, ну... Хорошо, давай посмотрим, сколько там нужно ресурсов. Допустим, модуль пищеблока. Материалы. Нам потребуется медь есть, железо есть, стекла не проблема, свинец не проблема. Самое тяжелое, я так понимаю, сверху. Модуль вентиляция. А, ну ладно, делается легко. Далее, энергетический планшет. Тоже легко, благо. Кухонная печь — это кирпичики. Не, ну в целом это изи крафты, но они такие монотонные. Как же я это ненавижу. Но, как говорится, придется делать. Поехали. Из-за того, что я около бункера много чего исследовал, все сундуки, все тумбочки просто пустые. Да. О, доброго момента дня! Ты кто? Лололошка, верно? Да, это я. О, очень приятно познакомиться. Меня зовут Олли. Я сотрудник исследовательского отдела. А? Исследовательского отдела? А, точно, инструктаж. Прекрасно. Возможно, удастся выведать у него какую-нибудь информацию. То есть... да, здравствуйте. Приятно познакомиться, Олли. Зайдем, может быть? Я бы предпочел поставить скафандр на зарядку, да и дышится в бункере как-то свободнее. О, да-да-да, конечно. Вам непривычно, да, что нужно носить скафандр? Вы не понимаете меня. Так, ладно, пойдем. Это кто? Подожди, это... Ящерица? Это ящерица? Это ящерица! Ого, нифига себе! И такие есть. Так, поговорить. Сейчас, подожди, нагрудник давай снимем. Ой, блин, у меня тут из-за молний полная жопа. Немного страдаю организмом. Давайте, наверное, ну хотя бы тело полечим. Ага. Сейчас, подождите, мне тут похиляться надо. Ненужные вещи убираем. Потом, конечно, это все доделаем и поговорить. То вы не представляете. Я так рад, что именно меня назначили вашим инструктором по безопасности. Мне повезло. Весь наш отдел вообще-то уже о вас наслышан и хочет с вами познакомиться. Вы что-то вроде местной знаменитости в Синклите. А, знаменитости? Почему? Ну, знаете ли, для начала у нас уже много километров никого не вербовали из веток. Но главное, вы каким-то образом оказались готовы к наступлению конца времени и смогли совершенно сознательно защитить себя от него. Это совершенно беспрецедентная ситуация. Ага. То-то мы, когда узнали, сначала-то и не поверили. Решили, что Малецкий перебрал и отчет писал в пьяном виде. Вау, сколько тут существ. Обалдеть. И все были в шоке от меня, да? А потом прибежал сам Малецкий и давай рассказывать, руками размахивать. Мы всем исследотделом его облепили со всех сторон. Слушали с раскрытыми ртами и поверить не могли. Ой, извините, я что-то разболтался. Скажите, вы готовы прослушать инструктаж сейчас? Нифига себе, обо мне там такая молва. Да хорошо, могу и сейчас. Нет уж, давайте в другой раз. Да, могу, конечно. Да, отлично. Правда, нам нужно дождаться второго инструктируемого, Скримера. Так-то я переслал ему координаты, но он не появлялся. Видимо, еще не вполне научился пользоваться нашим передовым телепортером. В разработке последней версии, кстати, участвовал ваш покорный слуга. Только нет, вы не подумайте, я не рисуюсь перед вами. Да, хорошо, Олли, спокойно. Во-первых, а не перейти ли нам на «ты»? Что думаешь?
Да, конечно, как скажете. О. А вот и скример. Ладно, пройдемте. Ну хотя бы стучится. И на том спасибо. Блин, реально ящерица. О. Хм. Ну здравствуй, дрожайший коллега. Привет, скример. Давно не виделись. Давно? Не понимаю. Серьезно, скример, да ладно тебе. Не мог ты успеть забыть, что это значит. Тебя буквально пару километров назад отвязали. И чё? Так, ладно. Инструктаж начинаем? Да, Оли, поехали. Привет. Мне сказали, что ты не рыба, ты какое-то другое существо. Но вообще похож на руку, на щупальце какое-то. Так. Ой. Ага. Чё? Что ты на меня так смотришь? Так, ух ты. Че, мне садиться? Я могу сесть. Ну ладно, сажусь. А, вот, да-да-да, тут есть интеракция. Стул. Так, дорогие коллеги, позвольте запросить ваше безраздельное внимание. Сейчас я буду говорить о невероятно важных вещах, а именно о технике безопасности. Первое и самое главное правило вы, наверное, уже знаете. Сотрудники организации... Можно, я. Да, скример. Да, это я. Сотрудники организации в любых обстоятельствах обязаны в первую очередь заботиться о нераскрытии информации о существовании организации, так как раскрытие информации о существовании организации третьим лицам несет угрозу безопасности каждого из сотрудников организации, миссии организации, а также всех существующих миров и веток. Секретность организации – вопрос безопасности номер 1 во вселенных. Да, совершенно верно, скример. Че выкусил? Господи. Да. Итак, да, первое и самое главное, о чем нельзя забывать, это защита секретности. Иначе конец времени может настать для всех существующих веток сразу. А нам бы этого не хотелось. Теперь же важнейшее правило номер 2. Мы ни в коем случае не должны встречаться с самим собой. А это как? Понимаю. Новичкам может быть трудно это осознать. Когда мы проходим процесс пространственно-временной дематериализации, мы начинаем существовать как бы вне времени. Скример, мы с тобой сейчас находимся в бункере у неотвязанного Лололошки. Для него время продолжает идти, и он его проживает. Клетки его тела растут, делятся и умирают. Наши же с тобой тела никак не меняются. Стоп, это правда? О, какое счастье! Я навсегда останусь молодым и прекрасным! Подожди, что? Странно. Погоди, а скример не знал об этом? Ну да, это одно из преимуществ работы в организации. Эй, скример, слушай, а тебе не рассказывали, что ли, когда вербовали? Да, о чем ты? Меня особо и вербовать-то не пришлось. Я согласился очень быстро. Мне сказали, что это была самая быстрая вербовка в истории организации. Да, так, давайте продолжим, может. Да, так вот, мы сейчас присутствуем в бункере Лолошки. Как бы это объяснить-то? Как, знаете ли, мы присутствуем наблюдатели, как зрители, не имеющие никакого отношения к событиям. Точно! Это как фильмы смотреть. Лолошка, представь себе, что у тебя есть способность одновременно видеть весь фильм целиком, от начала и до конца. Так выглядят для нас все ветки. Если что-то привлекло наше внимание, мы можем в любой момент поставить на паузу, отмотать назад, вперед, и можем залезть в фильм, если там нужно что-то сделать. То есть переместиться в какой-то момент ветки. Да, все правильно. Так, ладно. Но спустя много километров все ветки начинают казаться одинаковыми. Так много их приходилось наблюдать.
И вот тут есть риск совершить страшную ошибку. Страшную? Да, может случиться так, что вы случайно встретитесь с самим собой, если попытаетесь дважды попасть в один и тот же фрагмент фильма. Это может произойти, если вы самовольно решили отправиться в какую-то ветку. Тихо, Скример. В пространственно-временных координатах, которые вам присылают на корпоративную почту, не может содержаться ошибок. Отдел контроля очень строго за этим следит. Но почему же встречаться с самим собой так рискованно? Это дело в том, что Вселенная стремится к порядку и пытается исправить эту, с ее точки зрения, ошибку. И начинает неконтролируемо менять ваш ДНК, чтобы вы стали максимально сами на себя не похожи. Это как если в фильме вдруг появился второй такой же актер на экране, при том, что у персонажа нет идентичного близнеца. Это бы кардинально пошло вразрез с логикой фильма. Коллеги, таки прямо сейчас прошу обратить внимание на экран. Для наглядности я попросил нашу нейросеть продемонстрировать вам. Смотрим. Внимание, это видео было сгенерировано с помощью нейросети. Изображение может выглядеть реальным, но не забывайте, что это симуляция. О! Фига! О! Нифига! Ужас-то какой! Это, не волнуйтесь, конечно же, это поправимо. Так как во время проведения процедуры пространственно-временной дематериализации мы берем образец вашей ДНК, при ее изменении наши медики могут провести операцию и восстановить изначальную вашу ДНК. Но это процесс болезненный, да и к тому же на много километров. Ай-яй-яй, вообще не рекомендую, вообще. Я однажды решил попробовать чисто из любопытства, знаете ли. Вот фото меня после этого небольшого эксперимента. Оу. Понял. То есть ты был даже таким? Ужас. Да, было весело, но очень больно. Я в итоге километров 300 не мог работать, знаете ли. Да и развлечения в Синклите мне были далеко не все доступны. Итак, мы выяснили, почему так опасно встречаться с самими собой в ветках. Из чего вытекает третье главное правило безопасности. Да, я знаю, третье правило, я... Так, ты уже догадался, Скример? Естественно догадался. Третье железное правило: ни в коем случае не отправляться самовольно ни в какие ветки. Да, все верно, Скример. Ты молодец. Ну, смотри какой, а. А ведь Малецкий нарушил это правило при мне как минимум пару раз. Ну что ж, коллеги, пока-то на этом все. Исследотдел проводит инструктажи каждые 3000 километров, помните? Во-первых, мы должны держать наших коллег в курсе новых открытий, а во-вторых, отвязанные постепенно забывают, каково это взаимодействовать с неотвязанными, и как вообще устроен мир вне Синклита. Мир, существующий во временном континууме. Вроде все. Вот мы и занимаемся тем, что пытаемся как-то на пальцах объяснить. Но вы не переживайте, пока вам это не нужно. Поэтому первый инструктаж от исследовательского отдела всегда самый краткий. Итак, есть ли у вас вопросы? Нет, что вы? Как такое может быть? Вы ведь все так понятно объяснили. Ну да. Ладно. Тогда попрошу вас расписаться в ведомости и засвидетельствовать, что инструктаж пройден. Ага. Какая наглая рыбка. Я буду называть ее рыбкой, мне пофигу. Так, в итоге я, да? Расписаться. Ой, стоп. Стульчики уже все, экраны все. Давай. Так, замечательно. Ну, Ложка, я думаю, нам со Скримером нужно уже возвращаться в Синклит. Правда, Скример? Ну, нас уже, наверное, начальство ищет. Ну да, пора срочно в Синклит. Есть, сэр! Даже не попрощался, зараза такая. Такой вот он у нас особенный. Но если ты когда-нибудь с ним не поздороваешься или не попрощаешься, обидится до смерти. Да, ну и ладно его. Я вообще, знаешь, хотел тебе пару вопросов задать наедине.
Я понимаю, что это выглядит странно. Честное слово, мне никто не поручал, правда. Я из чистого исследовательского интереса. Можно я спрошу, пожалуйста? Ну ладно, давай попробуй. Возможно, я даже отвечу. Конечно, конечно. Это нормально, что ты не хочешь мне свои секреты рассказывать. И как исследователь-то я тебя понимаю. Но все-таки попробую. Значит, пожалуй, больше всего меня интересует, как ты путешествуешь через вневременную пустошь. Как ты вообще попадаешь туда? Это же настолько круто! Вообще не знал, что мироходцы и такое умеют. Даже так. Получается, разошлась молва по отделам, что некий мироходец, некий Лололошка, телепортируется по вневременной пустоши. Да, Оля, я действительно крут, могу путешествовать с помощью искры, а могу перемещаться по своей воле в пустошь. Я сам не знаю, как попадаю в пустошь, если честно. Возможно, мне помогает смотрящий. Не-не-не, про смотрящего мы не говорим. Нет, Оли, ты прости, но пока я предпочту оставить при себе эту информацию. Да, наверное, не буду говорить сейчас. Хотя, да, ладно, я знал, конечно, что так будет. Интересный ты все-таки экземпляр, Лолошка. Ты извини, что я лезу так с такими вопросами. Да сам не понимаю, как решился на такое. Не волнуйся, Оля, ничего страшного. Нет, я просто очень рад был с тобой познакомиться, правда. И очень хотелось бы понять, как же ты устроен. Ладно, не буду тебе больше докучать. Да и мне самому еще отчет писать об инструктаже. До скорого, Лолошка. Пока, Олли. Да, интересный персонаж. Интересный персонаж. Это мои слова! Мои! Не очень понимаю, как к нему относиться. Впрочем, как и к большинству сотрудников организации. Это, видимо, их какая-то общая фишка. Но вообще, Олли сказал одну очень интересную вещь. Скорее всего, она не была прописана в протоколе, ведь я первый неотвязанный, проходящий этот инструктаж. А значит, это объяснение сущности отвязки для неотвязанного меня — это инициатива самого Олли. Это метафора с фильмом. Олли сказал, что отвязанные наблюдают за ветками, в которых течет время, как за фильмом. Значит ли это, что и Луиза, и Малецкий знают обо всем, что происходило и произойдет в этой ветке? Знают ли они, где я нахожусь в каждый конкретный момент времени? Вот что имела в виду Лая, когда говорила, что отвязанных невозможно отследить. Поскольку она отвязана от времени, она является таким же зрителем. При этом зрители одного и того же фильма не могут видеть друг друга. Выходит, что отвязанного невозможно отследить вообще никак. А вот привязанного... В курсе ли Олли, о чем я тут рассуждаю? Получается, он мог уже видеть этот фрагмент фильма или все-таки глушилка работает? Может ли быть, что метафора эта была подкинута мне специально? Он пытался мне как-то помочь информацией? Ладно, пока рано делать выводы. Все это совершеннейшая спекуляция. Не факт, что метафора Олли идеальна, и не факт, что я правильно ее понял. Но в любом случае, направление мысли очень интересное. Ага. То есть получается, вполне вероятно, что... Вы поняли, да, что имеется в виду? Из-за того, что они могут смотреть за любым промежутком фильма, за любым промежутком времени, они могут, по сути, в любой момент откатиться, ну, допустим, на 2 серии назад и посмотреть, что я делал, но при этом не разговаривая со мной. Если они что-то неправильно поняли, они снова могут откатиться на этот фрагмент бесконечное количество раз и снова его пересмотреть. Если это так, то... Получается, действительно, это все одна большая спекуляция. Но, Лолошка правильно сказал, что не факт, что метафора Олли идеальна, и не факт, что я правильно ее понял. Вполне вероятно, что в конце времени подобный просмотр фильма уже не работает. Третье железное правило — ни в коем случае не отправляться самовольно ни в какие ветки. Малецкий нарушил это правило при мне как минимум пару раз. У меня сразу 2 вывода. Первое. Малецкий все-таки не совсем... как бы идет по правилам организации, но я в это не верю, честно. И второе, то, что меня прям зацепило, и я правда не хочу в это верить, но прям что-то начинаю верить. Малецкий дали сильнейший карт-бланш на то, чтобы он нарушал правила, чтобы я в него поверил, чтобы мы сдружились. Блин! Нет, я не хочу верить в то, что Малецкий такой. Ладно, Гусыня, надеюсь, что с тобой хотя бы все будет хорошо. Только не кусай меня, окей? Я тебя сегодня кормил. Искра у меня нормальная, искрящиеся яйца тоже пока есть. Ходит, не бегает. Ладно, я помню, что мы создавали пищеблок, и мы создавали тепличный модуль. У меня в целом уже что-то заготовлено, но надо продолжать.
Отлично, задание выполнено. И это мы улучшаем пищеблок. Материалы готовы. Улучшить. Ну-ка. И что поменялось? Пока точно такой же подвал, как будто, не? А, ну вообще там новый ингредиент. Да, новые ингредиенты, точно. То есть получается, теперь я могу готовить новые блюда, которые будут еще сытнее. И задание в огороде у бабы Лолы обновлено. Да, наверное, еще более сытные какие-то вещи. Давайте даже проверим. Типа мы... Вот. Неужели мы теперь можем брать золотые яблоки? Или как это? Да, короче, что-то поменялось, но очевидно, я не запоминал, как это выглядело. Я обязательно попробую поготовить, но перед этим давайте все-таки доделаем задание, и нам нужно тепличный модуль до 4 уровня. Улучшаем через 3, 2, 1. Такс, а в этот раз что поменялось? Ну ладно, для двух нас, Вальдхара и меня, вполне, наверное, этого будет достаточно. Единственное, я бы хотел, чтобы он сам как-то приходил, там, брал эту еду. Хотя понятно, что это опасно, ибо организация может блюсти. Задание в огороде у бабы Лолы выполнено. В итоге у нас 4 клоше. Угу, прикольно. Смотри, 6 грядок. Было 4. На первом уровне, я помню, здесь было 2. Короче, сам факт, что стало больше. И давай возьмем. Это одна... Что? Это один кустик столько дает? Так, вот это, ягоды белладонны. Идите в жопу. Никогда, ни за что. Висячее ухо-светильник. Вот, я хочу найти что-то прям самое дорогое, что дает больше всего. Висячее ухо-светильник и... Семена сделать нельзя. Обидно. Клубника. Могу ли я сделать какое-то крутое блюдо? Вопрос. Не-не-не, до свидания. Волчьи ягоды. Могу сделать примерно тоже ничего. Блин, ну неужели нет нормального какого-то прям блюда? Фруктовый салат. Регенерация на 5 секунд. Нет. Действительно, походу, самое крутое это тупо есть. Смотрите, клубника, можно сделать салат, который восстанавливает 3 сытости. В то время как висячее ухо-светильник тоже восстанавливает 3 сытости. При этом даже крафтить не надо. Окей, так, что еще могут дать? Тут получается семена, а здесь... Вот! Каждый кустик дает разное. Кустик посередине дает, получается, всякие удобрения, другие удобрения. Далее, где-то здесь были ягоды. Здесь что-то там семена, а здесь... Ого, даже редстоун. Это очень круто. То есть, получается, здесь не только еда выращивается. На всякий случай проверяем слизни. Да, здесь все нормально, до свидания. А теперь самое время проверить, что же у нас за новая кухонка. Начать готовку. Вареный рис... Ого, сколько времени теперь дается. 120 секунд. Ну, это изи. Допустим, первое блюдо. Далее второе блюдо. Третье. Ладно, 4 блюдо. Еще надо. Ладно, сейчас будет. Разработчики, это нелогично. Если я прокачиваю что-то, мне наоборот надо, чтобы это упрощало мне процесс жизни, а не усложняло. Так, вот. Да, еды у меня действительно стало больше. Ну, хорошо, с точки зрения сюжета это наоборот правильно. Типа, наконец-то я смогу прокормить и себя, и Вальдхара. Но эта еда будет очень быстро портиться. Типа, если я выхожу на улицу, там эта еда прям моментально становится гнилью. Пока что убираем в холодильничек. Вот так пусть будет. Что ж, мне нужно к Вальдхару, но сделаем мы это уже, наверное, в следующей серии. И я вот прям сам себе обещаю, что наконец-то прокачаюсь, потому что у меня уже 70 тысяч опыта. Наверное, эта серия явно важная, и это тот момент, когда я бы, наверное, посоветовал пересмотреть бы тот самый момент с Олли, когда он рассказывал про все вот эти временные штуковины, когда персонаж видит сам себя. Также мыслил у Ложки про то, что Малецкий нарушал правила. Это явно все очень важно, и если даже пересмотреть, можно уже за что-то зацепиться, но мы на этом постепенно заканчиваем. Все то, что узнали, обязательно обсудим с Вальдхаром. И, конечно же, я не забуду попросить вас поставить лайк. Ребят, впервые за лайк дарю вам машину. Это вам микроспойлер. Это, кстати, даже не шутка. Ну да ладно, не забудьте, пожалуйста, правда, поставить лайк, подписаться. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и ключи от машины. Ладно, инструктаж от Олли, а также долбанный скример. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.